Мы продолжаем серию рассказов о жизни государева двора. И сегодня речь пойдет о царском пире. Царские пиры устраивались по большим церковным праздникам на Пасху, Рождество, по случаю венчания на царство, царскую свадьбу, по случаю приема иностранных посольств и другим важным поводам. Такое большое столование проводилось в Грановитой палате. Патриарх устраивал пиры в Крестовой палате своего дворца, а государиня в Золотой Царицыной палате. Приготовлением этого крайне сложного и хлопотного мероприятия занимался приказ Большого дворца, в котором служило более 1000 человек. Пиршественный зал тщательно убирался. В подсвечниках и паникадилах зажигалось множество свечей. Парчевыми тканями устилали широкие подоконники, на которых могли поставить разнообразные диковины с затейливыми механизмами, такими, как часы Бахус. Но главным украшением палаты был царский поставец, ступенчатая горка, где стояла драгоценная посуда, инкрустированная золотом и драгоценными камнями чаши из горного хрусталя с Востока, серебряные кувшины в виде животных и кораблей из Европы, потешные механические кубки, роскошные позолоченные рукомои и конфектные деревья, кубки из кости, кокоса, раковин наутилуса и скорлупы страусиного яйца. Дворцовые слуги расставляли и накрывали столы. Отдельно для государя ставили особый стол под иконами в красном углу комнаты на двуступенчатом возвышении под балдахином. Хозяин – единственный человек, которому полагался стул, показывающий его обособленность и главенство над остальными. Для гостей же ставился стол прямой, за которым они сидели вместе на лавках и на скамьях, что символизировало их неразрывную связь. Скамьи и лавки застилались палавочниками, сделанными из дорогих заморских тканей. Столы застилались в несколько слоев. Сначала полотном, часто служившим для вытирания рук за трапезой, затем сукном и лишь сверху скатертью верхней, нередко шелковой, которая могла быть богато расшита изображениями кораблей, королевской охоты и различных яств. На каждых 4 гостей на стол ставился судок. Набор, состоящий из солонки, перечницы и уксусницы. Как известно, наши предки любили пищу острую, соленую и пряную. Это повышало аппетит. Наличие таких дорогостоящих и редких продуктов, как пряности и соль, говорило о богатстве стола. Соль во многих древних культурах считалась священным продуктом. Поэтому солонка обладала особым статусом как в средневековой Европе, так и в России. Это английская солонка, почти полметра в высоту, сделана из позолоченного серебра, а соли в ней умещается всего около 2 ложек. Только во время свадебного и поминального пира женщины и мужчины собирались за общим столом, а в остальных случаях бояре и князья, прибывающие со своими женами к царскому двору на торжества, садились за стол государя в Грановитой палате. Их жен, боярынь и княгинь принимала государыня на своей женской половине дворца. Обряд женского столования ничем не отличался от царского застолья, с той лишь разницей, что за царицыным столом прислуживали женщины, малолетние дворянские дети, а в торжественных случаях должность кравчего исполнял ближайший родственник царицы – отец или брат.
У стула царицы стояла боярыня Кравчая, доверенное лицо государыни, которая отвечала за ее безопасность. Гости царицы, коих могло быть в разные случаи от 1-2 до сотни человек, так же, как и их мужья, рассаживались согласно закону местничества на свои определенные места. Рядом с государыней садились самые ближние, сначала родственницы государя, затем родственницы самой царицы, далее садились жены ближайших царевых бояр. Каждая из них знала свое место, однако нередко за право сидеть ближе к царскому месту между гостями случались споры. Перед трапезой все участники застолья возносили к иконам, находящимся над головой хозяйки стола, общую молитву, которую прочитывал, как правило, духовник царицы. Кубки с напитками и блюда с кушаньями подносились сначала царице. Она рассылала с ними всем присутствующим, а стольник выкрикивал громким голосом имя того, кому царица хотела передать кубок или яство. Прежде всего так происходили раздачи ржаного хлеба, который был главой застолья. Весил такой царский хлеб порой более 10 килограммов. Готовился на хлебенном дворе без соли и подавался солонкой в начале трапезы. Государыня каждой гостье велела подавать кусок хлеба, сдобренный солью, что означало: «Всякого, кто ест этот мой хлеб и изменит мне, оставит Бог». Такие раздачи хлеба, вина и медов повторялись множество раз в течение продолжительного времени, и каждый раз гости должны были вставать и кланяться. Эти утомительные церемонии были красноречиво описаны иностранными послами. В связи с опасением отравления царицы, еще до начала пира каждое блюдо и напиток пробовали несколько раз. Около царицыного стола блюда и напитки пробовались еще раз. Боярыня Кравчая из Яндовы или кувшина кумгана отливала напиток себе в ковш, пробовала, а потом подавала государине. Издревле на Руси готовили напитки из ягод, настои, морсы, кисели, пенные напитки, браги, квасы, пиво. Пились такие напитки из шарообразных сосудов с крышкой – братин. Название этого сосуда происходит от слова «братчина» – распитие в круговую за здравной чаши на древнем княжеском пиру. Братины исполнялись из золота, серебра, камня, кости и даже из скорлупы кокосового ореха и украшались эмалью, разнообразным чеканным узором и заздравными нравоучительными надписями. «Безвинно вино, да проклято пьянство». На царских пирах в изобилии подавали меды и заморские вина. Меды готовились по разнообразным рецептам, настаивались на ягодах, фруктах и различались между собой как по вкусу, так и по цвету. Меды белые пили из серебряных ковшей, а красные – из золотых. Ковш царя Михаила Федоровича использовался лишь во время торжественных приемов. Он выкован из цельного куска золота и весит почти 2 килограмма. Сладкие заморские вина – романею, малмазею, бастр – пили из заморских кубков. Крепкие напитки пили из маленьких сосудов, корчиков и чарок. Бывало, они исполнялись из агата, сердолика и хрусталя, оковывались золотом и инкрустировались драгоценными каменьями. Во время важных приемов на царском пиру гостей обслуживали 200-300 дворцовых слуг. Все они были из бояр и носили красивую одежду, украшенную драгоценными камнями и золотом.
Какие же блюда подавали на царский стол? Царская роспись кушаний, меню, не менялась годами и даже столетиями, потому что составлялась по книгам и росписям годовыми, что в который день варевано. Выбор продуктов зависел от времени года и постов. Были столы строго постные, без мяса и даже растительного масла, постные, рыбные, сырные и скоромные, когда разрешалось мясо. Такие торжественные застолья начинались с выноса 1-2 сотен жареных, но искусно оперенных лебедей, которых специально для этого выращивали на царских лебяжьих прудах. Продемонстрировав это жаркое, красиво одетые слуги вереницей удалялись вместе с блюдами, чтобы вынести мясо на блюдах, уже разделенным на куски, и поставить между гостями. Такие предметы роскоши, как ложку и вилку, гости приносили с собой. И лишь самым именитым гостям на перу подавались индивидуальные приборы в драгоценных футлярах, индивидуальные тарели, черненные ставцы с крышками и серебряные сковороды, которые позволяли пище оставаться теплой. В великом изобилии с кормового двора подавались жаркие и заливные, разнообразные каши и мазуни, с хлебенного двора кулебяки и курники, перепечи и растягая, пироги с мясом и сыром, блины и оладьи всех возможных родов. Ближе к концу приносились похлебки, шти и разного вида ухи. В рыбные дни столы изобиловали блюдами из икры и рыбы. Порой несколько стольников на 4-метровых овальных блюдах выносили запеченных целиком белуг. В качестве десерта слуги выносили 5-пудовый сахарный кремль, тщательно выполненную композицию из сахара и патоки, а также сотни золоченых деревьев со сладкими ковришками. Подавались груды фруктов, ягод и волошинских орехов, но есть их уже никто не хотел, потому что все были сыты. Само выражение «наесться досыта» происходит от напитка «сыто», разбавленного водой меда, который подавался в отпускной чаше и обозначал окончание застолья. Пиры продолжались обыкновенно по 5-6 часов. Хозяин считал, что тогда пир честен, когда все гости веселы и пьяны. Не тем красен пир, что в трубы трубят, а тем, что люди людям любы.